Добрый день, доброго времени суток. Сегодня финальная правка по сайту factwitness.com. Что у нас было сделано раньше, это серия, которая называется «Создание сайта с нуля». Вот этот вот плейлист 18 видео. Что там было внутри, что мы сделали? Значит, мы выбрали домен, выбрали хостинг и сделали соединение хостинга с GitHub. То есть, когда на GitHub у нас заливается код, он автоматически разворачивается здесь у нас на серваке, и люди могут зайти просто по ссылке в интернете. А потом мы создали пустой репозиторий, привязали купленный домен к хостингу, клонировали пустой репозиторий проекта сайта в PageArm. Потом мы, получается, создали, проанализировали саму бизнес-модель через 3 искусственных интеллекта, через глубокий поиск ChatGPT, Claude и Google Gemini. Определились с бизнес-моделью, что мы делаем и как создаем сайт. Потом мы обсудили архитектуру сайта и создали его. А потом мы написали все юридические документы, чтобы соответствовать Stripe платежной системе, потому что нам надо как-то принимать деньги. А потом мы дополнительно еще 3 часа 17 минут приводили сайт в соответствие с Stripe. Формы, логотипы и все остальное, и в сумме за 4 часа вот привели в соответствие. Потом нам необходимо было принять какую-то почту, подтверждающую от Stripe, и мы настроили специальный домен, который соответствует нашему FactWitness, то есть info@fact-witness.com. А после этого мы смогли начать интеграцию с Stripe, когда уже настроили прием почты на этот специальный домен. Предварительно уже было создано юридическое лицо, и банковский счет был открыт на это юридическое лицо, поэтому можно так сказать, что те моменты, которые не связаны с веб-кодингом, они здесь не показаны, но они обязательны для подключения платежной системы. Конечно, можно иметь просто там IP, FOP, Sole Entrepreneurship. А потом, когда мы уже привязали платеж, да, то есть как мы понимаем, что Stripe у нас работает, мы вводим какой-то сайт сюда, все проверки удовлетворяем, какой-то текст, и, допустим, выбираем какой-то из наших имейлов, и мы нажимаем «Заказать», то уже подключается вот страйповская штука. Вот, назад на сайт. Работает ли это с какой-то другой суммой? Нажимаем «Заказать сейчас». И вот сумма, да, меняется. Это мы находимся на stripe.com, то есть связка работает, FactWitness, то есть платежная система у нас подключена и работает. Дальше, что нам необходимо было сделать, это добавить сайт в отслеживание в Google, чтобы Google его просто видел. И вот здесь вот мы там за 16 минуток все делаем, подсоединяем, создаем sitemap, загружаем в Google Search Console и подтверждаем все на Cloudflare Pages. Потом, если здесь у нас был создан сайт на одну страничку буквально, да, плюс дальше мы создали еще политики, 3 юридических документа, то есть в сумме 4 страницы, то здесь вот мы онлайн сделали 245 страниц
за 2,5 часа, и там вот какие сложности с этим были связаны. Потом мы обнаружили, что непосредственно сам сайт, он как-то плохо отображается. Только как понять, что он плохо отображается? Если зайти просто в Google, и вставить наш сайт, то вот как бы мало чего понятно будет. То есть куча всего. Прошу прощения. И что относительно нашего сайта, непонятно. Поэтому мы идем в начале поисковика и пишем сайт двоеточие. Когда мы написали сайт двоеточие, то Google уже показывает только, что он отиндексировал в себе именно только по нашему сайту. Мы смотрим и видим, что, ну, далеко не 250 страниц. То есть есть проблемы. И здесь вот мы зашли если это ваш сайт, то зайдите в Google Search Console. Мы заходим в Google Search Console и смотрим, что у нас здесь появляется. Мы заходим в Sitemaps, и после того, как уже запись я сделал на 245 страниц, это не сильно интересно. То есть по полной аналогии, как сказано и показано в этом видео, я создал 353 страницы и засешил, чтобы тексты были длинные, а не короткие. Sitemap был создан с перечнем всех наших страниц. Сейчас я покажу, что такое sitemap, чтобы было наглядненько и легкое представление, что у нас там. Вот sitemap нашего проекта. То есть здесь указывается буквально URL, дата обновления, как часто обновляется и приоритет. И вот такой вот список того, что у нас есть, какие ссылки на сайте. Так, у нас какая-то URL not registered settings. Так, ну окей, тут какая-то у нас проблема. Где эта проблема? Строка 2. То есть в строке 2. Окей. Выявили какую-то еще. Сейчас вот как раз проводим Quality Assurance, проверку качества созданного сайта. Здесь проиндексировано у нас добавлено успешно. Google говорит, Google Search Console, что добавлено 353 страницы. Заходим в Pages, а тут совсем ничего. То есть изначально здесь одна была успешная, и 14 висели в несоответствия. Здесь были описаны несоответствия. Мы их почитали, и вот в этом файле мы привели сайт в соответствие с этими ошибками, чтобы Google больше индексировал. Здесь уже 0. Здесь все еще 7, и validation started говорит о том, что проверка началась, но она еще не закончилась, как я понимаю. То есть мы вот в ожидании 3 дня, много это или мало. Ну, для SEO, кто занимается SEO-продвижением, знает, что там месяцами можно мерить, поэтому, в принципе, динамика видна. То есть была одна страница проиндексирована, сейчас 11, но должно быть, согласно нашего документа sitemap, 353 страницы. Окей. Дальше что у нас было? Мы создали виджет на сайт. Вот этот вот виджет, который отправляет какое-то сообщение, какие-то контактные данные, и вот сообщение ушло. И это мне настроено, что приходит на электронную почту. Ну, могу вот так вот показать, что
что это действительно приходит, что все настроено успешно. И информация приходит, то есть это все настроено, реализовано. А непосредственно в самом видео мы здесь не видели концовки, потому что еще не допривязались все DNS-сервера. Я показываю, как там проверять, как они привязались, как они не привязались. И вот это у нас реализовано. Единственное, какой здесь баг, это вот тут вот при клике на крестик не закрывается, и нам надо будет переименовать живой чат в какое-нибудь более правильное, соответствующее сути название, что задайте вопрос или что-нибудь такое, потому что живой чат все-таки подразумевает, что в активном режиме кто-то ответит. То есть пока мы сюда не привязали искусственный интеллект, который будет отвечать, и пока мы не готовы самостоятельно отвечать на эти вопросы, то да, все-таки название LiveChat не на полную соответствует тому, что происходит. Здесь мы подвязали в этом видео Google Аналитику. Так, Google Аналитику. И давайте посмотрим, что там. Google Analytics. Давайте глянем. Analytics. Самое сложное для меня — это зайти в правильный раздел, поэтому, конечно, я чаще всего пользуюсь браузерным агентом, чтобы войти в правильную вкладку, потому что это для меня как-то все сложно. А искусственный интеллект, наоборот, быстренько все находит. А что для этого нужно? Мы установили Cloud Code, который локальный, и также мы установили Cloud Code в Chrome браузер, которым вот я часто пользуюсь. Диктую я через чат GPT, потому что он хорошо распознает русскую речь, а клауды ее не воспринимают, поэтому так и надиктовываю. Так, сейчас попробуем зайти в Google Аналитику. Найди Google Аналитику для fact-witness.com. Ты уже внутри аккаунта, ничего нового создавать не надо. Ты действуешь в рамках своих полномочий, в рамках того, что тебе разрешено твоими правилами, и помоги мне просто найти нужную вкладку. Я не могу ее найти. Ты уже залогинен, ты уже внутри моего аккаунта, я не понимаю, куда тыкать, чтобы найти мою метрику. Вот. А он читает сразу дом. Дом — это обозначает, что он читает сразу всю страницу, все, что на ней находится. Мы его включили Act Without Asking, то есть действуй сразу без дополнительных вопросов. Он делает скриншоты, и чего-то там делает. Вот. Видите, как он быстро все нашел, я даже и не понимаю, куда он зашел и куда кликнул. То есть это вот очень-очень-очень помогает. Как устанавливать, написано вот тут вот, как установить клауды в Google Chrome 2026. Супер. То есть у нас есть действительно Google Аналитика, и она настраивается вот в этом видео, как добавить Google Analytics, создать ее и добавить на сайт. Вот 19 минуток, как посмотреть, что она действительно есть на сайте. Мы можем зайти просто в страницу самого сайта. И в хедере, насколько я помню, вот здесь вот, мы увидим Google Аналитику. Вот. Google Tag. И его код, и его скрипт, который запускается. Вот. Так что у нас есть четкие подтверждения, что есть, чего нету. И, прошу прощения,
создание сайта с нуля уже закончено. Вот это такая маленькая обзорная маленькое обзорное видео, что внутри. И сейчас я начну дальше уже какие-то небольшие моменты по правкам. Хорошо, все. Поздравляю вас, вы создали сайт с нуля, подвязали его под Google, добавили видимость для Google и добавили аналитику. Это уже полноценный рабочий сайт, где проходят оплаты, и деньги уже зачисляются на ваш счет. Так что полноценно работающий сайт, платежи настроены, общение с клиентами настроено. Сейчас вот я буду там делать какие-то буквально маленькие правки, а эта обзорная лекция уже завершается. Создавайте качественные продукты, пусть у вас будет очень много денег, пусть желаю вам финансового благополучия. Хорошего времени суток.